Upon you. I was messing around with you. You were talking to a computer. At least go there once in their lifetime to see Yosemite. And it's a beautiful place. Здравствуйте, друзья! Мы живем в Сан-Франциско, в центре Силиконовой долины и всех новомодных стартапов. Сегодня мы поговорим с вами на очень серьезную тему, которая волнует умы не только ученых, но и простых людей. Поменяет ли искусственный интеллект нашу жизнь, жизнь творческих людей и в частности Димаша? Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Изменение в нашей жизни с точки зрения великих технических преобразований произойдет совсем скоро. Это будет не через несколько лет. Это уже за порогом вашего дома. This is angry. What does happy look like? What does happy look like? What does excited look like? I might be shocked. Элон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании Tesla и SpaceX, который сейчас вплотную занялся искусственным интеллектом, не устает говорить о серьезной, потенциальной опасности, которую таят в себе быстро развивающиеся платформы искусственного интеллекта. Мы должны быть крайне осторожны с искусственным разумом. Теоретически он может быть опаснее ядерного оружия, говорит он. Пожалуйста, заметьте, что я специалист в технической области и не поднимал эту проблему до последнего времени. Это не ложная тревога о чем-то, что я не понимаю. Элон Маск также отметил, что он не одинок в своих опасениях. По его словам, компании, работающие в IT-сфере, предпринимают меры безопасности, но насколько они окажутся действенными на практике, сказать пока попросту невозможно. Моя задача как создателя этого видео заключается в том, чтобы показать вам, насколько развит сейчас искусственный интеллект, объективно, без прикрас и преувеличений. Давайте разбираться, что такое искусственный интеллект. Заглянем в Википедию. Это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Не следует путать с искусственным сознанием. Нас заинтересовала статья на английском языке о синтетическом голосе, или можно сказать искусственном голосе. По сути, синтетический голос – это клонированный голос кого-либо с пониманием того, что он говорит, с эмоциональными оттенками в голосе, то есть тоном голоса и многими другими параметрами, которые являются искусственной, смоделированной, точной копией человеческой речи и голоса. По сути, я повторяю, это клон. Вы знаете, что люди уже взаимодействуют с синтетическими моделированными голосами на таких площадках, как Amazon Echo, Google Home, Apple Home. Нужно сказать, что вы абсолютно не отличите оригинальный голос от синтетически созданного. Но если вы, конечно, вслушаетесь, то вы сможете понять, что это голос робота, или, как мы уже с вами говорили, клона. Одна компания, Liebert, уже добилась таких успехов, что она уже утверждает, что может воссоздать ваш голос и превратить его в цифровой отпечаток, используя минутный образец звука, который вы можете загрузить на их веб-сайт. So you will need to record yourself for a few minutes of audio. Thousands of letters danced across the amateur author's screen. You guys better quit politics and take in washing. I don't know where that one came from. Okay, so create my digital voice now. Creating your digital voice takes at least 1 minute. 1 minute? My God. Yeah, so before, to create some artificial voice of someone, you would need to record yourself for at least 8 hours. Test your voice. All right, so now I get to type something. Yeah, so the moment of the truth. Okay. Once Lyrebird's AI has worked its magic, after I'm done typing,
Oh, gotta spell better. Any words I put into the app can be played back in my digital voice. And here's the crazy thing. Even words I never actually said in the first place. Artificial intelligence technology seems to be advancing very quickly. Should we be afraid? Вам достаточно в течение 1 минуты ввести вашу речь в веб-сайт этой компании, затем запись вашего голоса анализируется, разбивая ее на части на основе фонем. Платформа использует загруженную вами модель голоса для создания совершенно новых слов и фраз. Да, это означает, что он создает новые слова, которые не было в исходной записи. То есть за вас искусственный интеллект решает, что говорить дальше в вашей беседе с собеседником. Посмотрите, как произошел разговор с мамой одного американского журналиста, который делал репортаж об этой новой технологии с разработчиками этого сайта. Hey, Mom. Hi. What are you guys up to today? Well, it's Saturday. We didn't have any electricity early this morning, and we're just hanging around the house. I'm just finishing up work and waiting for the boys to get home. Okay. I think I'm coming down with a virus. Oh, why, you feel bad, hey? I was messing around with you. You were talking to a computer. I felt like I was talking to you. It's amazing. Is that scary or good? It could be scary if it was something really important. It's you now, isn't it, Ash? I don't know. It sounds like you. Is it? Yes, it sounds like it. Yeah. К счастью, появляется компания, которая контролирует эту передовую технологию голосовой связи. Все больше и больше компаний начинают использовать синтетический голос. Дальше автор статьи, которую мы переводим, продолжает. Каковы минусы голосового искусственного интеллекта? В первую очередь, использование и эксплуатация искусственного интеллекта связано с этикой. Следует ли позволять роботам звучать как люди, или всегда должен быть способ отличить робота от человека? Think about the way robots are portrayed in movies. I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. Второе. Это душа. Даже когда голос искусственного интеллекта превосходен и может полностью имитировать тон, темп, доставку, высоту и интонацию человеческого голоса, ему все равно будет не хватать самой важной части того, что отделяет нас от роботов. Это душа. Когда поет Димаш, мы чувствуем его сердцебиение, которое и устанавливает нашу связь с ним. И, конечно же, мы почувствуем, используется настоящий или не настоящий человеческий голос Димаша. Третье. Подлинность. Когда реальный человек, будь то знаменитость или известный общественный деятель, озвучивает какой-либо бренд, образ жизни, и этика этого человека накладывается на то, как люди будут рассматривать этот бренд. Автор предлагает вспомнить известный бренд Lincoln Motor Company. Мэтью МакКонахи с его мягким, расслабленным и утонченным голосом и общественным образом жизни просачивается через рекламу. That's a big bull. I think that's old Cyrus. I can respect that.
Когда два человека разговаривают и действительно понимают друг друга, просто невероятно наблюдать, как происходит визуализация мозга, которая предполагает то, что в коммуникациях оба человеческих мозга синхронизируют друг друга. Как будто они танцуют параллельно, а мозговая активность слушателя повторяет активность говорящего с небольшой задержкой. Такой уровень естественной синхронизации мозга никогда не будет возможен между человеком и компьютером. Помимо всего этого, это также открытие, когда люди передают друг другу глубокий уровень эмоций. У Димаша необыкновенный голос. Конечно, его может и заменить робот или клон, как мы уже сказали, но человеческий голос всегда будет человеческим голосом. Никакое программирование не позволит роботу общаться так, как это может делать совершенно уникальный человек, у которого есть мир определенных событий и моментов в своей жизни. Ничто не заменит эмоции Димаша, великого певца и артиста, который может вызвать только его человеческий голос. Очень скоро будут нивелироваться такие ценности, как обладание уникального голоса. Потому что в СМИ все больше будет появляться музыка, созданная искусственным интеллектом, и поэтому уникальность голоса не будет иметь особого значения. Я хочу, друзья, чтобы вы в комментариях ответили на такой вопрос. А как вы думаете, искусственный интеллект может заменить человека? Дорогие друзья, как вам такая тема? Если вы заинтересованы в продолжении разговора об искусственном интеллекте, не только в музыке, а вообще в целом, то дайте знать, пожалуйста, и я расскажу вам еще что-нибудь интересное из мира новых технологий. А сейчас, как всегда, немного дополнительной информации от нас. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в Сан-Франциско по студенческой визе. Вы сами понимаете, чем отличается студенческая виза от туристической. Если по туристической визе вы идете просто на собеседование с офицером, то по студенческой визе вас приглашает языковая школа. Это есть официальное приглашение, это есть некая основа для того, чтобы вы могли приехать сюда. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что в нашей школе, помимо того, что вы будете изучать английский язык в классах, вы будете обязательно английский язык изучать еще и вне класса. Представьте себе, у вас будет с утра, с 9 часов утра и до 5 часов вечера много времени для того, чтобы вы могли изучить английский язык. То есть вы постоянно будете находиться в англоязычной среде, в американской англоязычной среде. Мы, помимо того, что вы будете изучать английский язык в школе, мы вместе с КАЗом будем организовывать всевозможные туристические поездки. Почему поездки? Потому что все то, о чем я говорю, это не в шаговой доступности. Нужно будет ездить. И с нами, конечно, будет КАЗ, у которого великолепный английский язык, который живет здесь 60 лет. Он американец, гражданство у него американское. Поэтому я думаю, что он будет, конечно же, нашим первым помощником. Мы в первую очередь поедем с вами в Йосемити. Йосемити – это национальный парк, он достаточно известный на весь мир. Это уникальный парк. Чтобы много не говорить об этом, давайте я покажу некоторые кадры, которые мы сделали специально для вас. Конечно же, это будет короткое видео, но я обязательно дам ссылочку в описании под видео, где вы сможете посмотреть полное видео о нашей поездке в Йосемити. Давайте попросим КАЗа вместе со мной немножечко сказать вам пару слов о том, что такое Йосемити и каковы его впечатления. КАЗ, coming to me, please. Yes. We've been in Yosemite, yes? Yes. How's your thinking about Yosemite? Oh, Yosemite is beautiful. It's wonderful. It's so scenic. It's almost unbelievable, the scenery and all the Half Dome and looking at Half Dome from Glacier Point. All the waterfalls. It's so beautiful, so natural. There's no bad pictures you can take. Everybody should at least go there once in their lifetime to see Yosemite and the natural scenery. So beautiful. Yes. So we invite you to California and also to go to Yosemite. Yosemite is about 3 hours away from San Francisco Bay Area, so very close. So we welcome you to the United States, California, and also Yosemite.
Дорогие друзья, вот он буквально в нескольких словах сказал про Йосемити, но я думаю, что лучше, чем сам местный калифорнийский житель Сан-Франциско, лучше сказать о Йосемити никто не сможет. You stay in America, in California, in San Francisco, almost 60 years. I've been here, yes, almost 60 years, yes. I don't know how that's because I'm only 40 years old, so I'm not sure how. Because you will be help for us, yes? Absolutely. If we go to, if we making plan for go to Yosemite, for go to Los Angeles, Yes, Las Vegas. yes. It's wonderful to go to all the different places. So any way we can help, we'll be more than happy to. So. Вот так, дорогие друзья, вот немножечко сказал Каз о том, что поможет нам с всевозможными поездками. Мы сделаем специальные планы для поездки, наши поездки в Йосемити, в частности. Мы в дневное время с вами будем прогуливаться по лесу, а леса там какие великолепные. Это просто разноцветие, это буйство красок. И обязательно в вечернее время мы поставим с вами лаптоп, мы организуем чай, мы будем лакомиться всевозможными интересными американскими сладостями. И будем слушать Димаша, нашего великолепного певца, нашего кумира. Ну все, дорогие друзья, я хотела бы вам сказать до свидания. Подписывайтесь на наш канал и ставьте свои лайки. Yes, need subscribe? Yes, of course. Please like and also, more importantly, subscribe. And tell your friends. Bye-bye. Bye. Дорогие друзья, и самое главное, я забыла сказать, что с сегодняшнего дня мы делаем розыгрыши. Посмотрите, пожалуйста, это чай Садав. Это самый любимый чай моей мамы. Он с бергамоном. Я думаю, что он вам понравится. Посмотрите, вот пачка, она упакованная, абсолютно. Значит, что нужно для того, чтобы вы могли принять в розыгрыше этого чая? Вам нужно подписаться на наш канал, вам нужно поставить лайк и вам нужно написать обязательно комментарий. И среди тех, кто напишет комментарий под видео, мы и будем разыгрывать этот чай. В следующем видео я обязательно проинформирую вас, кто выиграл этот чай. Мы расскажем о нескольких правилах, как туда ездить, что необходимо знать для того, чтобы ехать в дальнюю дорогу здесь, в Америке. Went to Yosemite about 2 weeks ago. We live in San Francisco. It takes about 4 hours to drive down there. And it's a beautiful place. I believe it's one of the 7 wonders of the world. We first drove up Sunday and drove up to Glacier Point, where you can see the outlook of Half Dome, and we saw a few waterfalls, and it was spectacular. Very high spot. You look down and you can see Curry Village, and everybody there looks like ants because you're so high up. Wonderful, beautiful, picturesque. If you're in California, it's one place you have to go, and that's Yosemite. It's we stayed at one of the tents, and it was very comfortable. You felt like you're outdoors a little bit, and they provide the blankets or the sleeping bags and the linen, and we had a good time. They even had showers also, so very comfortable. Да, на самом деле, казалось бы, мы едем на природу, и нам кажется, что когда мы едем на природу, то это будет не очень удобно, там не будет комфортно. Но на самом деле Америка показала мне, вот я живу в Америке 3-й год, 3 года, уже больше, чем 3 года, и я хочу сказать, что, конечно, комфорт здесь на высоком уровне. То есть деньги, которые ты платишь за комфорт, они соответствуют этому. Вот. Кас немножко рассказал в 2 словах, что Йосемити — это самое красивое место в Калифорнии, ну вообще, наверное, в мире в целом. Но если вы побываете в Калифорнии, в первую очередь побывайте в Йосемити. Это национальный парк, там есть такие прекрасные места, внутри Йосемити есть Glacier Point, yes. Glacier Point, такая вершина. Я обязательно сейчас вам все это продемонстрирую, потому что это будет не только такой вот наш рассказ, это будет обязательно с видеорядом, с картинками, которые я сфотографировала в Йосемити. Вот. Теперь по правилам. Первое правило: если вы едете в дальнюю дорогу, а тем более если вы находитесь в Калифорнии, то, пожалуйста, подготовьтесь.
Don't see because Glacier Point. That's one of the views from Glacier Point. он хотел показать вам Glacier Half Dome. Point, да, Half Dome называется, очень красивое место. First of all, we have 5 maybe rules if you go to Yosemite. First of all, you need preparing Yes. for what? Well, you have to first make reservations. We made reservations at Curry Village, and so we made it for Sunday night. We arrived Sunday morning and then stayed overnight and then drove back on Sunday afternoon. В первую очередь, когда мы поехали туда, надо зарезервировать место. Просто так, таким образом вы поехать не можете. Вам надо обязательно зарезервировать место. Мы зарезервировали ночь с воскресенья на понедельник. Нам показалось, что достаточно одной ночи. Мы поехали вчетвером. Это первая резервация.